Тревожные предчувствия или как помочь своей психике справиться с тревогой. Постоянная тревога – это то, в чем сейчас живут очень многие люди. Ну и понятно, потому что внешние события вполне этому способствуют. Но повлиять на внешние события вы не можете или можете очень минимально. В то время как повлиять на свое внутреннее состояние можно и можно достаточно существенно. И именно от вашего внутреннего состояния зависит то, какой вариант развития событий при любой внешней реальности вы выберете для себя, для своей семьи, для своей компании. В самые мирные, хорошие, благословенные времена есть люди, которые живут очень плохо. И в самые тяжелые, нестабильные, страшные времена есть люди, которые в этом для себя выбирают бессознательно самый лучший способ развития, самый лучший вариант развития событий для себя, для своей семьи, для своего бизнеса. И тем самым сохраняют, развивают себя и помогают в дальнейшем и своей стране, и в целом человечеству как-то выйти из глубоких таких вот провалов, кризисов, да, коллективных. Поэтому навык справляться со своими состояниями, переключать себя из тревоги в стабильное, собранное состояние – это некий такой must-have и зона ответственности каждого из нас. Поэтому что делать с постоянной тревогой? Пункт 1. Примите идею и я предлагаю вам, так, знаете, помедитировать на эту идею, не просто послушать, да, а пожить дальше с этим. Идею о том, что все, чего вы боитесь, это уже с вами было. Все наши страхи – это страхи о прошлом, а не о будущем. Что я имею в виду? Когда вас накрывает тревога, у вас внутри есть какие-то картинки страшные. Например, вот все, завтра, не знаю, не будет денег, и вам нечем будет детей кормить. Все, не за что хлеба купить детям. Что вы чувствуете, когда представляете эту картинку? Да? Это, например, очень такая полная, тотальная беспомощность. Вот нет денег и нет куска хлеба, и все. Полная, тотальная беспомощность. И когда я говорю о том, что все ваши страхи о прошлом, а не о будущем, я имею в виду, что вы вот с этим состоянием тотальной беспомощности уже встречались, и боитесь вы его на самом деле. Когда случаются такие вот страшные, сложные внешние события, мы регрессируем, психика регрессирует до младенческого уровня. И вот эти сложные, такие тотальные состояния беспомощности, ярости и так далее, это младенческие состояния. Это то, с чем вы сталкивались в младенчестве. Не потому, что что-то страшное происходило внешне, скорее всего, нет. Просто так реагирует младенец. Например, чувство голода для взрослого человека – это просто сигнал, повод, чтобы пойти и организовать себе еды. Для младенца чувство голода – это то, что приходит и разрывает его изнутри, и он ничего не может с этим сделать, пока мама не накормит. Он абсолютно беспомощен. Если мамы где-то нет и так далее, он какое-то время с этим чувством голода пребывает, он чувствует себя полностью, он не понимает, что происходит, и это тотальная беспомощность, тотальная. И вот когда мы скатываемся в эту тревогу, да, мы как будто бы, да, психически достаем вот эти переживания. И дальше уже под них дорисовываем какие-то картинки, да, почему я буду так себя чувствовать? Ну, потому что детям не смогу хлеб купить, а потому что не смогу о себе позаботиться, а потому что негде будет жить и так далее. Да? То есть мы берем, достаем это состояние и под него уже достраиваем декорации. Да? Почему я так буду себя чувствовать? И на самом деле мы боимся вот этого состояния. Да? И когда у вас накрывает тревога сильная, первое, что важно, это проговорить себе, что сейчас я переживаю вот эти вот младенческие свои чувства сложные. Но сейчас я уже взрослый человек. Если
не дай бог так случится, что завтра не будет, не знаю, хлеба, я вот это могу сделать, вот так вот, не знаю, там у того-то помощи попросить, какую-то картошку там посадить, вырастить и так далее. Да? То есть я могу что-то с этим сделать. И вот это через сделать что-то вы возвращаете себя на взрослый уровень. Второй момент. Есть такое классное выражение, что травма это не э, ужасный конец, а это ужас без конца. И это очень психически правильно, потому что травма переживается человеком не как ужасный конец, а вот как бесконечный ужас. И когда вас накрывает тревога, вот эти тревожные предчувствия, вот эти картинки, они тоже кажутся бесконечными. Вот не будет денег, кусок хлеба негде взять, и это как будто бы бесконечно. Ну, опять же, вы так не думаете, но внутри это ощущается бесконечным, и это усиливает тревогу, да, вот это бесконечный ужас. Очень важно внутри себя простроить границу. Это происходит в терапевтической работе. Ну, в любом случае, если у вас такая постоянная сильная тревога, самое лучшее, что вы можете сделать, это, конечно же, поработать с профессиональным психологом. Но здесь, ну, мои рекомендации, что можно сделать кроме этого, да, сверху. Но при любой возможности, сейчас есть очень много и бесплатных, благотворительных там возможностей, да, поработать с психологом, я очень сильно это рекомендую. Так вот, когда идет проработка травмы, всегда простраивается граница, да, вот этот ужас без конца, он становится конечным. И это есть выход из травмы. Э, Когда мы с клиентами работаем, очень часто это показывают сновидения, как этот процесс происходит. И вот я помню, у меня была клиентка, в какой-то момент нашей совместной работы терапевтической ей приснился такой сон, что, значит, у нее до этого было много сновидений о преследовании, что ее преследуют какие-то маньяки, нападают, хотят убить, она убегает, и постоянная тревога, да, потому что, ну, представьте, вот за вами кто-то гонится, и вы постоянно убегаете, вы постоянно в состоянии, что вас преследуют, да, такая тревога. И когда мы начали работать, в какой-то момент ей приснился этот же сон, начало такое же, а концовка другая. Это, как правило, всегда тоже показывает, вот как меняется внутренний сценарий человека. И вот тот же сон, какой-то вот ее квартира, какой-то маньяк на нее там нападает с ножом, она понимает, что он хочет ее убить, она убегает, он за ней, и вот это вот опять вся тягомотина начинается, и в какой-то момент она говорит, во сне у меня приходит мысль, что ну окей, вот даже если он сейчас на меня нападет, он меня убьет. Да, это, наверное, будет больно, когда вот он там ножом как-то меня будет убивать, но в какой-то момент это закончится. Все. И говорит, и вот эта мысль, она во сне мне дает освобождение. Все, не надо дальше бежать, не надо вот это все переживать. Раз, и будет конец. Да? Да, будет чуть больно, но потом все закончится. И ровно в этот момент декорация сна меняется, и она оказывается в другой квартире, очень красиво, все там много зелени, за окном красивый дизайнерский ремонт, и ей хорошо, спокойно, никакого маньяка, конечно, нет, и она себе прекрасно там живет. И вот этот сон, он очень хорошо показывает, как наше состояние влияет на внешнюю реальность. Понятно, сон во сне все это быстрее происходит, но в жизни происходит точно так же. Смотрите, что произошло с моей клиенткой во сне. Вот у нее было состояние преследования, да, вот этой постоянной тревоги. И вот маньяк, от него надо убегать и так далее. И потом вот эта мысль про то, что я могу не убегать, да, ну да, будет больно и все, и закончится. И раз ей стало спокойнее от этого. И вот это состояние спокойствия повлияло на картинку, на декорации, которые она увидела. Да, это была красивая квартира, зелень, все спокойно. Да? То есть вот принцип первичности внутреннего состояния в действии. То есть некое состояние, и потом появляется реальность, которая служит декорацией, чтобы прожить это состояние. Принцип создания сновидений, принцип того, как мы создаем свою реальность, он один и тот же. И вот этот сон очень хорошо его демонстрирует. Поэтому
Тот же принцип вы можете брать себе для того, чтобы справляться с тревогой. Представьте самое худшее, что может случиться. Проживите это и увидьте конечность этого. Да, вы можете потерять работу, деньги, жилье, ну такая сейчас ситуация, это правда может быть. Да? И что дальше? Да, это будет больно, да, будет тяжелый какой-то период. И что дальше? Да? И вот это вот, да, не ужас без конца, а конечность этого ужаса. Может быть ужас, но он конечный. И что-то будет дальше. Вот это тоже очень хорошо снимает тревогу. Ну и, конечно, все, что связано с телом, потому что младенческие переживания, они живут на уровне тела. Поэтому любая физическая активность, массаж, прогулки, дыхание, вот все, что связано с телом, все, что расслабляет ваше тело, это тоже снимает отчасти тревогу, ну, уменьшает ее, скажем так. Это тоже хорошие такие дополнительные способы, которым вы можете себя поддерживать.